Привет, привет. Как вам шуршание АСМР шоколадкой? Это же, ну, популярная тема, да? Вдруг кому-то зайдет. Хотя изначально, получается, прошлым летом я начала стримы стримить на Твиче. Изначально я была против темы АСМР, потому что я ее не понимаю. Вот. И типа из той позиции, что я не могу делать то, чего я не понимаю. Ну, если я не могу... Ну, вот, например, кофе, да, вот я бариста, я умею делать кофе. Кофе. Блин, все это время мне надо было просто выпить кофе. Вот я понюхала кофе, я понюхала шоколадку, у меня сразу голова прошла. Я стала лучше себя чувствовать. Не знаю, может, у меня какая-то кофезависимость. Приятная плотность. Я бариста, я делаю кофе, да? Я умею делать классно, я знаю, как сделать классно. Я могу другому человеку сделать классно, исходя из его потребностей, исходя из того, что я чувствую, как я это понимаю, да? А если я этого не понимаю, то, ну, как я буду это делать классно для другого человека, когда я этого не понимаю? Типа, да, вот человек прется с чего-нибудь, например, что можно привести в пример? Ну, вот, например, да, строительство, да, вот. Может быть, я хочу построить дом, но я не знаю, как его строить. Я не инженер, я не технолог. Я, может быть, хотела бы помочь там кому-нибудь разобраться в ремонте автомобиля, да, но я откровенно не понимаю, что там к чему, как я могу помочь этому человеку. Также и здесь я думаю, что если я не шарю в какой-то определенной категории стримеров, да, стриминга, какой-то определенный стиль, да, не понимаю, то лучше не пробовать. Ну а теперь я думаю, а может попробовать? Ведь это так просто шуршать шоколадкой. Не знаю, там чавкать в микрофон, шептать что-нибудь. Как мало нужно для счастья. Просто пару глотков кокосового кофе на кокосовой пасте. У Твича всякие достижения, да, вот он пишет там ваши достижения, чего стоит достигнуть, чего вы уже достигли. И вот было такое достижение, типа 5 единовременно общающихся людей в чате. Это типа, ну, хорошо, неплохо, нормальное начало. Но то было начало. А уже сколько времени прошло? И на Твиче именно начало, старт, вот был прям ультраактивный старт. Там, видимо, какие-то плюшки дают, какие-то продвижения, что ли, я не знаю. Но прям, ну, на старте было прям хорошо на Твиче. Потом угасло немного. Начали подключать другие штуки. На Ютубе, ну, блин, 2-3 тела сидит на Ютубе иногда. Как бы, ну, блин, я сама виновата, я фигово развиваю Ютуб, я не знаю, какое приветственное видео записать, я не могу определиться с контентом, который я буду туда заливать, да, вот эти вот шортсы постоянно пилить. Иногда мне бывает лениво, а иногда я такая, блин, да кому я нужна? Вот это вот, знаешь, депрессивное говно включается. Кому я нужна там? Что я там покажу? Что я запишу? Кто на меня будет смотреть? Вот это вот все, да, есть у меня такие негативные черты. Вот, поэтому, ну, начинающим везде сложно. Только есть еще такая штука, что когда ты сам на себя работаешь, да, либо ты организатор малого бизнеса, либо ты стример, либо ты там какой-нибудь художник, кондитер или еще кто-то, да, на Твиче уже 5, и это в непопулярной категории. Ну да, там периодически плюс-минус 5 онлайн сидит. Вопрос, сколько из этих онлайнов боты, а сколько люди. И 5 активных в чате периодически так появляется. Вот. Вот. Самой себя сложно пинать. Вот что. Когда ты сам себе хозяин, иногда бывает лень берет верх над разумом. И ты такой типа... Да впадло все. Да зачем оно надо? И нам проще... Привет, братишка, привет, привет.
Вот, и нам всем проще работать на какого-нибудь дядю, на начальника, который будет с палкой там с кнутом говорить: давай вот, таскай вот эти бревна, и в конце дня я дам тебе 100 рублей, да. И мы такие: ну вот, я там получу в конце дня 100 рублей. И это уже живые деньги, которые я гарантированно получу. Мы все хотим надежности, все хотим каких-то гарантий, денег сразу. Пусть это будут копейки, но мы хотим их сразу, да. Мы не настроены, наш разум не привык развиваться, как бы сказать, авансом вперед в будущее, да, с какими-то перспективами. То есть мы не привыкли видеть перспективы в будущем, мы хотим вот здесь и сейчас надежность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому чаще всего люди идут работать на сделку, на оклад, да, что вот я сделал, я получил. Живой ручной труд. И потом плачут там в этих пятерках, магнитах, вот там я работаю за копейки, все дела, а вести какой-то там личный бизнес, идти на риски, идти на какие-то там перспективы в будущем, что сейчас у меня не будет ничего, но есть надежда на то, что там через год, через два я буду более развитым, и у меня будет что-то классное, да, что я заработаю потом много, потому что сейчас я не буду получать ничего и буду много делать для того, чтобы в будущем получить много. Да, поэтому такие дела. Ну что, через преодоление себя, через какие-то новые умешки, новые достижения. У меня уже есть, в принципе, небольшой прогресс, как бы. Пусть он небольшой, но есть, как бы. Донаты даже были, пусть небольшие, там какие-то копеечки кидали, какая-то поддержка была, вот. Хи-хи-хи-хи-хи. Модераторы вот у меня хорошие на Твиче. Вот, поддержка есть, обратная связь есть, не всегда, небольшая, но все равно вот есть прогресс, теперь вышли, получается, за год. Ну, можно сказать, что за год вот развились, вышли на несколько стриминговых площадок. Будем продолжать поддерживать регулярность, поддерживать качество, интересные какие-то плюшки как бы развивать.